что если я скажу вам, что самый ожидаемый концерт десятилетия в Латинской Америке прямо сейчас находится на грани полной отмены. Более 150 тысяч проданных билетов, которые фанаты раскупали за считанные минуты. Слезы радости от того, что BTS наконец-то возвращаются в Чили спустя 9 лет, с 2017 года. И внезапный сокрушительный удар от правительства страны. В Чили вспыхнули настоящие массовые протесты, но их причина не политика или налоги. На улицы вышли армии. Дело в том, что Национальный спортивный институт Чили официально заблокировал проведение долгожданных концертов BTS на главном национальном стадионе в Сантьяго. Правда ли, что BTS запретили выступать в Чили? Кто виноват в этом грандиозном скандале? Жадные организаторы, которые начали продавать билеты без официальных разрешений, или чиновники, испугавшиеся масштаба кей-поп-кумиров? Куда делись миллионы долларов, уплаченные за билеты? И главное, почему власти Чили подняли уровень тревоги из-за фан-клуба BTS? Сегодня мы разберем эту детективную историю по минутам. Досмотрите до конца, потому что ситуация меняется прямо сейчас. Погнали! Чтобы понять масштаб катастрофы, давайте вернемся на несколько месяцев назад. 2026 год стал историческим. Парни из BTS официально завершили военную службу, выпустили свой мощнейший альбом «Ариран» и объявили грандиозный мировой тур. Латинская Америка ждала этого сильнее всех. В последний раз BTS были в Чили аж в марте 2017 года в рамках Wings Tour. Представьте этот уровень голода по живым выступлениям. 9 лет ожидания. Когда местный промоутер DJ Medios объявил, что BTS приедут в Сантьяго и дадут сразу 3 концерта – 14, 16 и 17 октября 2026 года, в Чили началось форменное безумие. Сказать, что билеты разлетелись быстро – это не сказать ничего. Вся квота, а это более 48 тысяч зрителей на каждый из 3 дней, суммарно почти 150 тысяч человек, исчезла за минуты. Люди брали кредиты, съезжались со всей Южной Америки, Аргентины, Перу, Колумбии. Все жили предвкушением фиолетового океана на Эстадио Насьональ. Но за закрытыми дверями правительственных кабинетов в это время уже тикала бомба замедленного действия. В начале июля 2026 года Национальный спортивный институт Чили шокирует общественность. Запрос на использование национального стадиона для BTS официально отклонен. Но почему? Неужели чиновники просто ненавидят кей-поп? Нет, официальная причина оказалась куда прозаичнее, но от этого не легче. Все дело в траве. Да-да, в гибридном натуральном газоне стадиона. Дело в том, что концепт тура «Ариран» предполагает уникальную 360-градусную сцену. Она устанавливается ровно посередине футбольного поля, чтобы задействовать абсолютно все трибуны стадиона. Для этого требуется колоссальное количество тяжелых металлоконструкций. Монтаж, сами 3 дня концертов и демонтаж означают, что нежнейший спортивный газон будет полностью закрыт тяжелым пластиком и металлом больше недели. Чиновники заявили, что решение принято исключительно на основе технических критериев. Если провести концерт BTS, газон погибнет. А в ноябре, всего через пару недель после дат концертов, у мужской национальной сборной Чили по футболу запланирован важнейший матч. Поле просто не успеет восстановиться. Власти Чили встали перед жестким выбором: национальная гордость и футбол или международное музыкальное шоу. И они выбрали футбол, и вот тут начинается самое интересное – юридический и этический детектив. Кто виноват в том, что фанаты купили билеты на стадион, который никто не разрешал использовать? Министр спорта Чили Наталья Дуко выступила на телевидении с разгромным заявлением. Она сказала, что хочет прояснить ситуацию. Никакое разрешение не отменялось и не отзывалось, потому что этого разрешения никогда не существовало. Не было ни контракта, ни брони, ни административного акта. Понимаете, что это значит? Промоутерская компания DJ Medios запустила продажи билетов на миллионы долларов в апреле, прекрасно зная, что техническая экспертиза стадиона еще даже не завершена. Это был огромный коммерческий риск с их стороны. Правительство Чили прямым текстом обвинило организаторов в безответственности. DJ Medios, в свою очередь, замолчали на несколько дней, оставив фанатов в полном неведении. Никаких инструкций по возврату денег, никаких официальных извинений. Фанаты оказались заложниками в споре крупного бизнеса и государственной бюрократии. Но чиновники и промоутеры недооценили силу, с которой шутки плохи. Силу армии. Узнав, что Эстадио Насьональ заблокирован, чилийские фанаты мгновенно мобилизовались. Соцсети взорвались хэштегами, а у стен национального стадиона начались реальные массовые акции протеста.
Правительство Чили даже объявило режим повышенной готовности служб безопасности из-за масштаба фанатских сборов. Фан-клуб BTS в Чили опубликовал мощнейший манифест. Они объяснили, почему так отчаянно борются именно за эту площадку. В заявлении говорилось, что национальный стадион для фанатов – это не просто спортивная арена, это символ единства, культуры и истории Чили. Это единственное место в стране, которое технически способно вместить шоу такого масштаба. И они потребовали найти компромисс. И знаете что? Протесты и давление фанатов сработали, правительству пришлось экстренно сесть за стол переговоров. Прямо сейчас, когда мы обсуждаем эту тему, ситуация находится в горячей фазе. Концерты BTS в Чили не отменены. Власти и хайп ищут выходы. Какие варианты лежат на столе? Вариант первый – компромиссный. Изменение дизайна сцены. Министр спорта заявила, что если DJ Medios и Hype откажутся от 360-градусного концепта и изменят конструкцию сцены на более легкую, а также установят специальные модульные платформы для распределения веса, стадион все-таки могут открыть. Но пойдет ли на это Hype? Ведь это нарушит целостность шоу всего мирового тура. Вариант второй – альтернативные площадки, такие как парк Черильос или южная эспланада стадиона. Власти уже зарезервировали эти открытые площадки под даты BTS. Более того, другой крупный чилийский фестиваль Муда экстренно перенес свои даты, чтобы освободить южную эспланаду для BTS с 14 по 17 октября. Но АРМИ и эксперты против этой идеи. Там слабая инфраструктура, хуже безопасность и гораздо меньшая вместимость. Тысячи фанатов просто не влезут. Вариант третий, самый худший – перенос тура в другую страну. Если компромисс не будет найден, Hype может просто отменить чилийские даты и перенести их, например, в соседнюю Аргентину или Бразилию, где стадионы готовы принимать группу с распростертыми объятиями. Для Чили это будет колоссальный удар по репутации и потеря миллионов долларов туристической прибыли. Эта ситуация показала две вещи. Во-первых, безответственность местных организаторов, которые продают билеты на неподтвержденные площадки, может поставить под удар тур величайшей группы в мире. Во-вторых, ARMY в очередной раз доказали, что они не просто фандом, а реальная социальная и культурная сила, с мнением которой приходится считаться даже министрам и правительствам стран. Мы верим, что BTS обязательно выступят в Чили этой осенью, ведь музыка должна объединять людей, а не становиться заложником бюрократии. А что думаете вы? Кто виноват в этой ситуации? Чиновники, защищающие газон, или промоутеры, побежавшие впереди паровоза? Напишите в комментариях. Если среди моих зрителей есть армии из Чили или те, кто купил билеты, держитесь, мы с вами. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить срочные апдейты по этой теме. До встречи в следующих выпусках.